Дисплей AMOLED с диагональю 1,96 дюйма, поддержкой 5 систем GNSS, временем работы до 18 дней на одном заряде аккумулятора, поддержки функции Bluetooth вызовов. Защита по стандарту 5 атмосфер, более 150 видов тренировок, стильный дизайн, удобная операционная система, и обо всем этом и не только заявляет нам сам производитель в рекламе к смарт-часам под названием Redmi Watch 5 Lite глобальной версии. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, вы сейчас узнаете в ролике. А перед началом напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и подписаться на ТГ скидок по ссылке в описании. И вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Начнем. Распаковка. Поставляется эта модель в упаковке из тонкого картона с изображением, краткими характеристиками и названием модели. Упаковка менее презентабельная, в отличие от Watch 5. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, съемный ремешок, документацию и зарядное устройство с 2 пинами. Вес устройства 42 грамма, а габариты 43 на 56 на 12 мм. Поставляется данная модель в 2 вариантах расцветки корпуса. Это черная и серебряная. Дизайн большинству напоминает дизайн прошлой линейки, так как экран Watch 5 Lite плоский, но кнопка колесика отсутствует. Есть только механическая кнопка, которая отвечает за переход в меню, возврат, а также зажатием можно перейти во вкладку с включением-выключением перезагрузка устройства. Стандартно также можно повесить совершение экстренного вызова по указанному номеру в приложении на тройное нажатие. Далее, средняя рама выполнена из пластика с глянцевым покрытием, а тыльная часть из пластика с матовым. Силиконовый ремешок имеет охват от 135 до 205 мм. По качеству он хуже, чем у Band 9, так как он жесткий. Заменить его на любой другой ремешок со стандартным креплением можно, что радует. По удобству смарт-часы показали себя неплохо, при носке они практически не ощущаются, как и во время сна, но запястье под ремешком слегка потеет. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, 2 микрофона и динамик. Из датчиков на борту датчик частоты сердечных сокращений с датчиком кислорода в крови, акселерометр и гироскоп. Летим дальше. Установлен здесь AMOLED-дисплей на 1,96 дюйма с разрешением 410 на 502 пикселя. Плотность пикселей 332 ppi, рамки не маленькие, да и подбородок в наличии. При этом скроллинг относительно плавный, шрифт читабельный, перевод корректный и система работает хорошо. Яркость по моим замерам на 100% выдает 440 люксов. Функции автоматической регулировки яркости на борту нету. Подобной яркости в целом достаточно для использования смарт-часов, но запаса по яркости вовсе нет. Always On Display может работать в смарт-режиме или по расписанию. Стиль AODA зависит от циферблата, если, конечно же, циферблат имеет свой стиль AODA, но таких циферблатов очень мало. А также в настройках есть 4 готовых стиля AODA, и некоторые из них можно слегка персонализировать под себя. Время до отключения экрана максимум 5 минут. Функция постоянно включенный экран работает только до 5 минут. В итоге эта функция не актуальна, а 20 минут установить нет возможности. При повороте запястья экран включается практически моментально, и удобно, что можно выбрать, что будет загораться при повороте запястья. AOD или циферблат. Функция для включения экрана тапом на борту, как и функция для выключения его, накрыв ладонью. В настройках же можно обнаружить режим «Не беспокоит», ночной режим по расписанию, функцию для установки кода блокировки, 2 стиля отображения меню и настройки для оптимизации расхода заряда аккумулятора. Далее по свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, снизу вверх панель быстрого доступа, в которой есть продувка динамика, энергосберегающий режим, фонарик и так далее. Удобно, что можно сортировать приложения в меню, настроить карточки быстрого доступа, которые открываются свайпом слева направо и наоборот. Но вот персонализировать панель быстрого доступа пока нет возможности, и думаю, ее и не будет, даже с обновлениями. Что касается приложений в меню, мы имеем погоду с подробной информацией, календарь, заметки, события, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, фонарик, секундомер и таймер. Но в фоновом режиме работает только таймер. Далее можно обнаружить мировое время, поиск смартфона, таймер для фокусировки внимания, набор номера, контакты, которые можно добавить через приложение до 10 штук, плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, но загружать музыку возможности нет, что неудивительно. Также есть кнопка для удаленной съемки с таймером. Далее. Тренировок на борту более 150 видов. Хорошо, что есть отслеживание плавания. Это прям круто. Автоматическое определение активности. Некоторое количество настроек для тренировок. Шаблоны для бега с различной интенсивностью. Интервальная тренировка, iPacer и не только. К сожалению, свернуть тренировку, не завершив ее, возможности нет. Но круто, что есть поддержка GPS, Galileo, GLONASS, Beidou и QZSS. На самих смарт-часах можно посмотреть маршрут, но только в миниатюре. В приложении же маршрут отображается
с картой и сводкой после тренировки. Загружать маршруты, разумеется, нельзя. Отклонения от пройденного маршрута есть, но все в пределах нормы, как для устройств такого класса, что можно сказать и про измерение шагов. Далее, пульсу воздуха, как и кислород в крови, смарт-часы не считывают и через татуировку датчики не пробивают, не работают так. Измерение пульса может работать в смарт-режиме или в автоматическом режиме с периодичностью 1, 10 и 30 минут. Измерение SPO2 и мониторинг уровня стресса также могут работать в автоматическом режиме, но, разумеется, все эти показатели можно измерять и вручную. На смарт-часах отображаются графики с результатами измерений. Удобно, что настроить работу мониторинга сна за здоровьем можно даже со смарт-часов. Но помимо уже перечисленного, есть хороший мониторинг сна, оценка витальности, женское здоровье, напоминание о активности и дыхательные тренировки. Корректность измерения показателей здоровья плюс-минус такая же, как и в большинстве моделей. Я бы не сказал, что версия Lite измеряет гораздо хуже. Летим дальше. Операционная система HyperOS, она закрытая, сторонние приложения не установить. Bluetooth версии 5.3 подключить к смарт-часам беспроводные наушники нет возможности. Также нет поддержки Wi-Fi, eSIM и NFC. В виджетах можно обнаружить Amazon Alexa, но в стоке она не работает в нашем регионе. Watch 5 Lite оснащены функцией Bluetooth вызовов. Разговаривать через смарт-часы в целом возможно. Микрофоны показывают себя достойно, а вот динамик не громкий, качество звука не лучшее, что в принципе неудивительно за эту стоимость. Отвечать на звонки быстрыми уведомлениями можно, ко всему можно создать свои заготовки для ответов. Уведомления, к слову, приходят моментально. Есть красный индикатор пропущенных уведомлений, но отвечать на уведомления нельзя. Иконки отображаются как и смайлики, но некоторые смайлики все же не поддерживаются. Вибромотор не слабенький, плюс за то, что можно отрегулировать силу вибрации. У Band 9 вибрация по мне более качественная. Емкость аккумулятора 470 мАч, полный цикл зарядки занимает около 1 часа 30 минут, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования без АОДа составляет 9 суток. По автономности все очень даже хорошо. Далее, водонепроницаемость 5 атмосфер. Я окунул их в проточную воду, по итогу мой экземпляр выжил, но также они у меня побывали под дождем в душе и не только. Но вот в соленой воде вместе с ними я не купался бы, как и не ходил бы в баню. Перепады температур не любят никакие устройства, и даже если они у вас защищены, со временем это приведет к их поломке, рано или поздно. Минусы марки: корпус, малопроизводительности, так как даже при установке более тяжелых циферблатов можно заметить, как сильно нагружается система, и в итоге есть заметное подвисание. Мало циферблатов с АОДом, нет циферблатов на русском языке, нет динамических циферблатов, но с учетом производительности это неудивительно. Подбородок, нет компаса, нет настройки функции включения экрана тапом, хотелось бы иметь включение свайпом. Нет возможности отвечать на уведомления, нет калькулятора, нет возможности настроить команды на кнопке, плохо работает GPS, да и оно по большому счету необходимо только для того, чтобы строить пройденный маршрут на карте после завершения тренировки. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Если на что интересно подобный обзор, пишите в комментариях. Резюмирую. Redmi Watch 5 Lite по функционалу уступает Xiaomi Smart Band 9 или Huawei Band 9, но в Watch 5 Lite мы имеем больше экран, GPS, динамик и микрофоны. Советовать к покупке данную модель я могу, если цена будет меньше, чем 4000 рублей, потому что аналогов просто море. И от CMF часики, и у Realme. От меня девайсу однозначно да, потому что я купил их еще дешевле. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.